Привет, меня зовут Макс, и это канал Рыбалкин ТВ. В этом выпуске расскажу и покажу, как я делаю свой монтаж Running Feeder, или как многие привыкли его называть, инлайн. Покажу два варианта: классический, долгоиграющий, со скруткой, и вариант монтажа более деликатный, который не путается и не задирается. Вообще, Running Feeder Rig — это спортивный монтаж, используемый на соревнованиях, где кормушка на вертлюге с карабином или с отводом бегает вдоль всей основной лески или плетенки. Тем самым это делает его безопасным, потому что в случае обрыва оснастки рыба легко освободится от кормушки. Тем самым получит минимум повреждений. Поэтому Running Feeder — это единственный монтаж, который разрешен на фидерных соревнованиях по международным правилам. Итак, есть различные варианты фидерного спортивного монтажа на плетеном шнуре. Первый вариант — это, естественно, классический, которым, собственно, я и пользуюсь на своих фидерных рыбалках. Поскольку раннинг или инлайн является самым чувствительным из всех других фидерных монтажей. Почему? Смотри до конца это видео и все узнаешь. Приступим к монтажу. За основу беру плетеный шнур и продеваю его в вертлюг застежкой, за которую будет крепиться кормушка. Сразу нюанс по поводу застежек. У меня здесь два вида застежек. Лучше использовать застежки вот такого закрытого типа, потому что вот такие вот застежки, где вот этот торчит усик, он будет мешать. За него возможны задиры лески и запутывание. Далее монтирую резиновый стопор, который будет служить защитой следующего узла и отбойником для кормушки. Обязательно нужно подбирать размеры вертлюга и стопора так, чтобы он не проскальзывал через этот стопор. В крайнем случае можно немного поджать колечко вертлюга инструментом, если нет подходящего размера. То есть вот так он берется и поджимается, и тем самым уже не будет проскальзывать через маленький стопор. Следующее действие. Можно было бы сделать на конце петлю и к ней сразу крепить поводок. Но нет, потому что при использовании тонких поводков возможны изломы и закручивания, после которых поводок станет как поросячий хвостик. Поэтому нам с тобой нужен отвод под поводок. Отводом под поводок служит скрутка, которую можно сделать из лески, флюорокарбона, фидергама или бисерной резины. При этом понимая, что отвод из лески будет давать дополнительную амортизацию, а отвод из флюорокарбона будет дольше держать свою жесткую ровную форму. Но отвод из фидергама дает и дополнительную амортизацию, и держит форму за счет своей мягкости. Тут уже выбор за тобой. Лично я сейчас использую скрутку из флюорокарбона. Почему? Да потому что монтаж с флюорокарбоном прослужит не одну рыбалку, а то и все 10 за счет своей износоустойчивости. Делается скрутка очень просто. Берется отрезок материала, леска, флюорокарбон или фидергам, складывается пополам и закручивается перебиранием пальцев рук в одну сторону. Вот такими движениями. Тем самым на конце образуется петелька для поводка, а с другой стороны делается тройной узел, который фиксирует скрутку. Перед затягиванием узлы обязательно нужно смачивать
водой или слюной, чтобы леска или фидергам не перегрелся при затягивании и сохранил свою прочность. Затягиваю. Готово. Лишнее нужно отрезать. Длина скрутки около 10 сантиметров на глаз. Почему? Есть такой момент, что для максимального эффекта этого отвода петелька должна от 3 до 5 сантиметров быть ниже кормушки в рабочем состоянии. Далее остается только соединить основной шнур с отводом. Соединяются они узлом, который используется для привязывания крючка. То есть беру скрутку, беру основной шнур и привязываю его так же, как крючок. То есть зажимаю здесь одним пальцем петлю, вот она, петелька, и делаю 5-6 оборотов вокруг скрутки и шнура. И вывожу конец шнура в эту зажатую петельку. Конечно, смачиваю и затягиваю. Лишнее отрезаю. И стягиваю стопор к узлу. Этот стопор служит отбойником и амортизацией кормушки. Также защитой узла. Оснастка почти готова. Осталось повешать кормушку и поводок. Вешаю кормушку и монтирую поводок способом петля в петлю. Классический монтаж готов. Со скруткой из флюрика, который надежный и прослужит много рыбалок. Есть одно но. За счет такого неровного соединения и этого узла возможны задиры и запутывания. Часто они несерьезные и поправляются просто подергиванием поводка. Дабы это максимально исключить и сделать монтаж более деликатным для ловли средней и небольшой рыбы, переходим ко второму варианту раннинг фидера. Более деликатному, который не будет путываться и задираться. Точно так же продеваем основную плетеночку, вертлюг с карабином и монтируем резиновый стопор. Следующее действие: не будет никаких скруток, будем привязывать отвод из одинарной монофильной лески. Таким способом, чтобы узел шел в одну линию с основным шнуром. Использовать рекомендую леску от 0,2 диаметра до 0,25. Можно попробовать и 0,3 в принципе. Данный кусок лески будет служить отводом. Длина его с запасом для вязания узла. На одном конце уже готова петелька для поводка. Петелька узлом двойная восьмерка. Прикладываю основной шнур к отводу с запасом с двух сторон. Примерно понимаю, где будет идти соединение. И связываю их узлом, также двойная восьмерка. Можно сделать тройную. То есть делаю петельку. Раз. Два. Ну и третий раз можно. И продеваю туда петельку отвода и основной шнур. И аккуратненько начинаю стягивать узел. Перед затягиванием обязательно нужно этот узел смочить водой или слюной, дабы он не перегрелся и сохранил свою прочность. Стягиваю потихонечку.
Затянул. Лишнее нужно отрубить. Не под самый корень. Можно чуточку. 1-2 миллиметра оставить. Готово. Все очень просто на самом деле. Стягиваю стопорок к узлу. Монтаж готов. Остается сюда монтировать поводок петля в петлю и повешать кормушку. Как видно, этот монтаж является прямой. И здесь, в отличие от классического монтажа со скруткой, практически нечему путаться и задираться. Этот способ я уже тестировал. С утра и до вечера на реке со слабым течением не было ни одного задирания, и оснастка ни разу не запуталась. И еще одно большое отличие от монтажа со скруткой, который проживет много рыбалок, такой монтаж придется вязать через 1 или 2 рыбалки, потому что этот отвод из одинарной лески вероятнее всего будет изнашиваться быстрее. Но зато задирание и запутывание сведены к минимуму. Вот, допустим, 0,12 шнур и 0,3 леска. С ней он чувствует себя хорошо. То есть он не выскакивает никуда, нормально держится узел. А вот вариант такого узла толстого флюорокарбона 0,35 и 0,12 шнура. Узел держит отлично, никуда не соскальзывает. Монтаж раннинг фидер или инлайн является самым чувствительным фидерным монтажом, потому что за счет скользящей кормушки по всей основе рыба не ощущает сопротивления от ее веса, и тем самым малейшая поклевка сразу передается на вершинку. Вот такие два варианта самых чувствительных и безопасных спортивных монтажей для фидера со своими нюансами и вариантами. Об узле для петельки на поводок и о различных соединениях петля в петлю, а также об узле для крючка, который подойдет практически для всех случаев на рыбалке, я снимал отдельные ролики, ссылка будет в описании и в комментариях. Надеюсь, это видео было интересным и полезным. Поддержи его лайком, комментарием и подписывайся на мой канал. Спасибо, ни хвоста ни чешуи, встретимся на рыбалке.